Масяотао – потомок Махандзюня и Байчинся. Она была капитаном 7 монстров Шрека до поколения Хуэйхао. Она обладает боевой душой злого Феникса и изначально использовала помощь Сюйсенши как метод очищения, пока не вступила в контакт с абсолютным льдом Хуэйхао. После того, как она дважды почти перешла черту с ним, в первый раз из-за афродизиака, а второй раз из-за природы своей души, чтобы исправить неловкие отношения, она стала приемной старшей сестрой Хуэйхао. Самые опасные. Если злой огонь не подавлять и не контролировать, в любой момент этот злой огненный феникс может взорваться и умереть. Злой огонь феникса можно очистить чистыми бессмертными травами янь, такими как подсолнух феникса или адский нежный абрикос, и превратиться в истинного огненного феникса. Масяотао получает временную помощь от ледяного атрибута Хуэйхао, однако все же это не решает ее проблему навсегда. Во время финала первого турнира Масяотао была ранена инструментом 8 класса – мечом правосудия. Это зажгло темный элемент в ее боевой душе. Темный феникс пробудился, и после потери контроля она в одиночку убила членов команды противника, прежде чем потерять сознание. Даже после возвращения в Академию Шрека старейшины не могли ей помочь. Позже ее похитили из павильона морского бога 4 злых титулованных, которые хотели, чтобы она стала святой девой их секты. Некоторые рождаются со злыми духами и могут улучшать свое собственное совершенствование, пожирая духовную силу и жизненную энергию других мастеров. Но существует также другой тип злых мастеров, к которому и относится Масяотао. Это тип злого мастера, чья боевая душа мутирует. Первоначально этот дух не был злым, но спустя некоторое время мутировал в злого мастера. В результате непрерывного подавления боевой дух Масяотао постепенно потемнел, а позже боевой дух мутировал в дух черного феникса, превратив ее в темный атрибут, и злой огонь полностью вспыхнул. Только представьте, Масяотао будет находиться в плену секты Святого Духа около 10 лет, прежде чем Хуэйхао ее освободит. С момента ее похищения 5 лет никто не видел Масяотао. Но вот, на этом турнире Хуэйхао и остальные наконец встретили их старшую сестру, которая стала совсем другой. Во время второго турнира Хуэйхао заподозрил, что одна из старейшин секты Святого Духа, женщина в черном одеянии и капюшоне, и есть Масяотао. Но в этот раз ничего не удалось сделать. Лишь позже, когда он возглавил миссию по спасению заложников из Империи Солнца и Луны, то столкнулся со святой девой культа злых мастеров. Ею оказалась Масяотао. Это была девушка в длинном темно-красном платье. Хуэйхао до речи потерял. Она работала с 3 братьями злыми мастерами, которых Хуэйхао ранее встречал в Звездном лесу. Ищете, где посмотреть боевой континент полностью? Заходи на Konoha TV. Это и все новинки аниме в отличном качестве. Ссылочка в описании. Масяотао напала на Хуэйхао. Теперь она была еще сильнее и крайне опасна с духом предельного огня. Ее сила достигала уровня великого духовного воителя, то есть мастера с 8 кольцами, но мало какой титулованный захочет с ней сразиться. Хуэйхао ощутил, как злое тепло от присутствия Масяотао оставило след в его душе. Хуэйхао верил, что Масяотао все еще способна вернуться, поэтому встретился с ней. Масяотао спросила: «Я тебя знаю?» Она даже не помнила своего прошлого. Хуэйхао ответил, что он ее младший брат. Он рассказал, как его боевой дух, обладающий предельным льдом, помог ей тогда сдержать огонь, как она относилась к нему словно к младшему брату, как они вместе боролись за победу на турнире. Масяотао была лидером команды и привела их к славе, защищая честь Шрека. Казалось, что его слова задели ее сердце, потому что Масяотао, глядя на него, словно начала что-то вспоминать. Хуэйхао? Шрек? У нее возникли сомнения, но потом она резко схватила Хуэйхао. Его плечо начало гореть, и половина его тела приобрела темно-красный оттенок. Предельный лед и предельный огонь, 2 противоположные стихии, вступили в ожесточенное противостояние. Масяотао была сильнее Хуэйхао, но ее огонь не мог глубоко проникнуть в его тело. Скелет императрицы Скорпионов и силы унаследованной Снежной и Ледяной императриц усиливали способности Хуэйхао, делая его ледяную силу более мощной, чем огонь Масяотао. Но все это приносило ему страшную боль. Противостояние стихий в его теле грозило выжечь все изнутри. Смотря в ее глаза, Юэйхао, несмотря на мучения, шепотом повторил: «Сестра». В глазах Масяотао мелькнул проблеск осознанности. Хуэйхао, несмотря на сильную боль, обнял Масяотао, называя ее сестрой и пытаясь вернуть ей память. Он звал ее снова и снова, пытаясь пробудить в ней ее настоящую сущность.
Предельный лед Хуэйхао сдерживал предельный огонь, и постепенно ее воля начала проясняться. Масяо Тао, слабее под его влиянием, ощутила, как ее воспоминания возвращаются. Она вспомнила Академию Шрека, Хуэйхао и все, что они прошли вместе. Однако ее разум все еще был затуманен воспоминаниями о Церкви Святого Духа и ее роли как Святой Девы. Она не могла понять, почему стала частью этой организации, и ей казалось, что внутри нее все разрывается между светлыми и темными силами. Хуэйхао успокоил ее, объясняя, что все будет хорошо, что она по-прежнему остается Масяо Тао, его сестрой. Он помогал ей вспомнить, что Церковь Святого Духа воспользовалась ее уязвимостью и похитила ее. Наконец, Масяо Тао вспомнила некоторые своих поступков. Ее сердце переполнялось противоречивыми эмоциями. Благодаря кольцу некроманта, Хуэйхао удалось поглотить часть темной энергии, циркулирующей в ее теле, и позволить Масяо Тао временно взять свои эмоции под контроль. Масяо Тао с тревогой поделилась, что ее боевой дух, Злой Феникс, и энергия тьмы, оставленная культом, сильно влияют на ее разум, но Хуэйхао знал способ устранить это зло с помощью особых бессмертных трав, которые он нашел в разделе медицины от Ансана. Пока они были в городе Восхода, Хуэйхао предложил встречаться с ней каждую ночь, чтобы временно подавлять темную энергию. Когда их нашли другие члены культа Святого Духа, Масяо Тао позволила Хуэйхао уйти. Она, не подавая виду, что обрела свой разум, хладнокровно приказала ему идти. Хуэйхао практически удалось вернуть Масяо Тао. Он смог временно пробудить ее от контроля над разумом, и она помогла ему с миссией по спасению. Но из-за вмешательства титулованного культа Святого Духа, Хуэйхао был вынужден бежать и не смог взять Масяо Тао с собой. И в конечном итоге она снова попала под контроль разума. Масяо Тао не появлялась до противостояния Империи Солнца и Луны и Академии Шрека. К этому времени она уже была титулованной с 5 красными кольцами. Что произойдет тогда, мы рассмотрим в будущих видео. А также мега благодарность за особенно щедрый донат аноним. Напиши мне, очень хочу поблагодарить тебя лично. А также аноним сердечком и Ята Узумаки. Спасибо, что вы откликнулись. Всем большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, хотите ли вы поскорее увидеть Масяо Тао. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.